Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале. Добро пожаловать! Заходите, не стесняйтесь, гуляйте по каналу, смотрите видео, оставляйте комментарии и не забывайте подписываться на канал. Впереди много интересного. А также передаю привет своим постоянным зрителям, подписчикам, подписчицам, мастерам, мастерицам из разных стран, разных городов, даже разных континентов. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши отзывы, за ваши пожелания. Я к вам сегодня с ниточками, с которыми мы уже работали. На канале есть узорчики с такими ниточками, такого интересного секционного окрашивания. Ну, естественно, с новым узорчиком. Напоминаю, вы берете пряжу любую, какая у вас есть. Все узорчики универсальные, пробуйте, вяжите из любой пряжи. Летняя, демисезонная, зимняя. Самое главное, правильно подобрать крючок. Ну, а я в свою очередь остановлюсь на ниточках, с которыми буду работать сегодня. Называются они, смотрите, Мадам Трикот Париж, Мерина Голд. Видите, что это за ниточки? Смотрите, получается в моточке, сейчас, секундочку, вот, в моточке в 100 граммах находится 400 метров. И по составу 30% это получается мериносовая шерсть, так, и 70% это акрил. И нам советуют брать крючок, смотрите, написано спицы, да, то есть данную пряжу, конечно, хорошо вязать спицами. Провязали лицевой гладью, цвет лег своим, как бы скажем, да, расположением, и уже готов узорчик. Но мы крючковязать тоже хотим попробовать. Вот, если что, спицы 4-4,5, пока не забыла, называют цвет. Цвет, смотрите, 806. На камеру передается, как он есть, такой вот на самом деле. Я данную пряжу буду вязать сегодня крючком номер 3. Смотрите, я вязала крючком номер 3, в принципе, меня все устроило, и я буду этим крючком вязать. Вы точно так же берете свою пряжу, подбираете под нее крючок согласно рекомендациям производителя, а также под свою плотность вязания, ну и что у вас будет за узорчик, да, более воздушный, либо наоборот более плотный. Подбираете, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Так, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 14 петелек. Я наберу всего лишь 2 раппорта, это уже 28 будет воздушных петелек. И одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 29 воздушных петелек, ну а вы набирайте сколько вам необходимо. Итак, все как всегда. В начале петелька фиксации. И при наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 29 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29. вот мой будущий образец. Далее смотрите, делаем одну воздушную петельку, отсчитываем от крючка вторую петельку, раз, два, накид, вот в эту вторую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем 3 петельки вместе. Оп, полустолбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же нырнули, вытянули ниточку и провязали 3 петельки вместе. Полустолбик с накидом. Накид. В следующую петельку цепочки. И вот так вот по порядку в каждую петельку цепочки ныряете и провязываете полустолбики с накидом. Вы, конечно, можете провязывать столбики с накидом, столбики без накида. Но новичкам советую обязательно провязать данный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках. В столбиках вы точно не запутаетесь, а поначалу новички теряются в петельках. Вот, и вот так вот шагаем, вяжем до конца ряда со своей скоростью. Самое главное, проконтролируйте. Количество по итогу столбиков у вас должно быть ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть в моем случае, если я набирала 29 воздушных петелек, у меня должно получиться 29 столбиков. В моем случае полустолбика. Все, несложно. И вот так вот вяжете до конца ряда самостоятельно. А в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, несложно, у вас получится. Так, смотрите, вот мои полустолбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем теперь непосредственно к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. Раз, два, 3. Поворот, накид. Сюда же возвращаемся в первый столбик. Беремся за верхушку первого столбика и провязываем столбик с накидом. Повторяйте. Далее накид. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька.
накид, вернулись сюда же и провязали столбик с накидом 2. То есть у нас с вами получается вот такая вот рогаточка. Идем дальше. Накид. Смотрите, сейчас мы с вами пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. И в 4-й столбик нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид. Сюда же опять вернулись, вытянули ниточку, провязали 2 петельки. Стоп. Теперь у нас 3 петельки на крючке, и мы эти 3 петельки провязываем вместе. Оп. Вот такие вот 2 столбика с накидом с общей верхушкой. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Накид. Возвращаемся сюда же и провязываем точно такие же 2 столбика. Да? Раз. Провязали 2 петельки. Стоп. Держим на крючке. И второй столбик. 2. Держим на крючке. И теперь все 3 петельки вместе. Вот опять 2 столбика с общей верхушкой. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять 3-й раз сюда же возвращаемся. И опять провязываем такие же 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Вот таким вот образом. И вместе. Вот что у нас должно получиться. Угу. Идем дальше. Накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й столбик нырнули и провязали столбик с накидом. Раз. Воздушная петелька. Вернулись сюда же и провязали еще один столбик с накидом. Сформировалась вот такая вот рогаточка. Вот как мы тоже здесь вязали. Идем дальше. Накид. Пропускаем сейчас 2 столбика. Раз, два. В 3-й провязываем точно такую же рогаточку. Столбик с накидом. Воздушная петелька. И опять сюда же вернулись. Столбик с накидом. Вот у нас вторая рогаточка. И точно так же делаем 3-ю рогаточку. 2 столбика пропустили. В 3-й столбик нырнули и провязываем столбик с накидом. Воздушная петелька. Вернулись сюда же и провязали опять столбик с накидом. Как только провязали 3 рогатки, раз, два, три, будем провязывать вот точно такой же веерочек. Смотрите, накид. Пропускаем 3 столбика. Раз, два, три. В 4-й нырнули и провязываем раз столбик с накидом. Потом второй столбик сюда же с накидом. И 3 петельки вместе. Оп. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Сюда же опять точно так же провязываем раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 петельки вместе. 3 воздушные петельки и 3-й раз точно так же. Провяжу весь ряд с вами уже, да? Раз, сюда же 2 и все вместе провязали. Как вам? Угу. Все, и опять заканчиваем наш ряд точно такими же рогаточками. Вначале мы пропускаем 3 столбика, раз, два, три, и в следующий столбик провязываем рогатку. Столбик с накидом раз, воздушная петелька, и сюда же столбик с накидом 2. Далее пропускаем 2 столбика, и вот у нас была петелька подъема, вот мы в последнюю петельку нырнули, и провязываем столбик с накидом раз, и сразу же накид и столбик с накидом 2. На этом наш ряд заканчивается. То есть мы закончили точно так же, как мы и начали наш ряд. Вот, первоначальная красота вот такая. Несложная? Несложная. Идем дальше. Итак, смотрите. Для начала делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. Смотрите. Получается, мы должны нырнуть как бы в рогаточку, да, но в силу того, что у нас рогаточки нет, мы возвращаемся вот в этот же столбик, в первый самый, и провязываем столбик без накида. Идем дальше. У нас идет следующая рогаточка. Вот. Мы должны будем сразу же перепрыгнуть в эту рогатку. Оп. Провязываем в арочку столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И опять сюда же возвращаемся и провязываем столбик без накида. То есть над такой вот большой вот рогаточкой будет маленькая такая арочка. Угу. Идем дальше. Смотрите, здесь будьте внимательны. У нас начинается вот такой вот веерочек, да, из наших вот таких вот столбиков. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Ныряем. Вот видите, раз арочка и вторая арочка. В первую арочку нырнули, провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три.
В следующую арочку перепрыгиваем и провязываем столбик без накида. То есть у нас будет весь ряд вот такими вот маленькими арочками. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И перепрыгиваем вот в наши рогатки. В рогатках смотрите, какая особенность, как будем провязывать. Нырнули в арочку, столбик без накида, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И вернулись сюда же. Опять провязали столбик без накида. Понятно? Вот. То есть мы не будем прыгать как в веерочке по арочкам. Мы тут же в арочке остаемся. В следующую арочку, рогаточку нашу, столбик без накида, 3 воздушные петельки. И сюда же опять вернулись, столбик без накида. И сразу же в следующую рогатку столбик без накида, 3 воздушные петельки. И сюда же столбик без накида. Понятно? Вот, у нас весь ряд вот такими маленькими арочками из 3 воздушных петелек и столбиков без накида. Далее вспоминаем. Делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И ныряем в арочку вот нашего веерочка. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. Ныряем в следующую арочку. Поняли, да? То есть мы не остаемся в этой же, а перепрыгиваем. 3 воздушные петельки. И перепрыгиваем вот в рогаточку. А здесь в рогаточке мы остаемся. Столбик без накида. 3 воздушные петельки. Вернулись сюда же. Столбик без накида. А теперь смотрите, как мы заканчиваем наш ряд. Получается, здесь у нас арочки нету, да, воздушной петельки не было. Поэтому мы в 3-ю петельку подъема будем нырять. Оп. Провязываем столбик без накида. 1 воздушная петелька. И вернулись сюда же. И провязали столбик без накида. Понятно? Вот так вот вместе мы с вами провязали уже 2-й ряд. Идем дальше. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. Накид. Вот там, где у нас была 1 воздушная петелька, вот мы в эту арочку аккуратненько ныряем и провязываем столбик с накидом. Далее. Накид. Перепрыгиваем вот в нашу маленькую вот эту вот арочку и провязываем столбик с накидом. 1. Воздушная петелька. И вернулись сюда же и провязываем столбик с накидом 2. У нас сформировалась рогатка. Идем дальше. Накид. Смотрите, у нас здесь получается, мы когда делали арочки наши, да, сформировалась вот над центральным столбиками вот такая вот арочка, видите? И мы будем работать с ней. Ныряем в нее, провязываем 2 петельки. 1, накид. Сюда же нырнули, провязали 2 петельки. 2 и 3 петельки вместе. У нас опять формируется вот точно такой же веерочек, состоящий из 3 столбиков, как же по парам, да, 2 столбика с общей верхушкой. После этих столбиков мы делаем 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Сюда же в эту же арочку ныряем и провязываем 2 столбика с общей верхушкой. Оп, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И 3-й раз сюда же нырнули. 1, сюда же 2 и провязали. Вот точно такой же получается веерочек, как в 1-м ряду. И здесь получается у нас рогаточка, как в 1-м ряду. То есть дальше смотрите, точно так же будем шагать вот по нашим арочкам. 1, 2, 3. И провязывать точно такие же рогатки, как в 1-м ряду. Итак, сразу же в 1-ю рогаточку столбик с накидом. 1. Воздушная петелька. И вернулись сюда же столбик с накидом 2. Накид в следующую арочку. Столбик с накидом 1. Воздушная петелька. Столбик с накидом 2. Есть. 2-я рогатка. И в 3-ю, получается, арочку точно так же ныряем. Столбик с накидом 1. Воздушная петелька. И сюда же столбик с накидом 2. То есть, видите, мы повторяем точь-в-точь самый наш 1-й ряд. Понятно? Все, давайте до конца ряда самостоятельно. И в конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите, растет наша красота. Ажурчик такой появляется интересный. Закончили мы ряд 2 столбиками с накидом. Далее, смотрите, 3 воздушные петельки. 1, 2, 3.
поворот, и сюда же в верхушку этого же столбика, точно так же, как и во втором ряду, да, помните, мы провязываем столбик без накида. Далее, вспоминайте, как мы провязывали второй ряд, мы будем провязывать его аналогично. В рогаточку мы провязываем столбик без накида, 3 воздушные петельки, и сюда же опять вернулись и провязали столбик без накида. А теперь смотрите, перепрыгиваем в большой вот этот веерочек и делаем 3 воздушные петельки и 1 столбик без накидов вот в арочку. 3 воздушные петельки и в следующую арочку столбик без накида. 3 воздушные петельки, да, то есть мы здесь перепрыгиваем по арочкам. И дальше мы идем в рогатку, но в рогатке и остаемся. Столбик без накида, 3 воздушные петельки и сюда же опять вернулись, провязали столбик без накида. То есть у нас, по идее, да, узорчик сам по себе состоит из 2 рядов. В одном, получается, мы делаем рогатки, в другом маленькие арочки. Рогатки, маленькие арочки, да, получается, тут веерочки у нас такие вот будут, маленькие арочки. Все, несложно, даже никакого шахматного порядка нет. Давайте увеличим, да, наш образец на несколько рядочков. Для тех, кто умеет взять по схемке, схемку я прикладываю. Схемка очень простая, схемка очень читабельная. Кто умеет работать по схемкам, смотрите, контролируйте себя. А кто не умеет, посмотрите обязательно. Ничего сложного нет, все настолько понятно, все настолько доступно, что у вас все получится. Давайте увеличим наш образец и встречаемся через несколько рядочков. У вас получится. Так, смотрите, я перешла на темный фон, чтобы показать вам прелесть всего ажурчика. На светлом фоне светлой ниточки, видите, как не видно. Поэтому смотрите, вот такая красота получается. Красота у нас двусторонняя. Выбираете любую сторону, такая будет лицевой. В моем случае тянется вот так и вот так. В вашем случае из ваших ниточек может тянуться больше, может тянуться меньше, поэтому пробуйте, вяжите. Смотрите, у меня получается вошел переход цвета голубой, беленький, голубой, да, и на следующие узорчики у нас будет, смотрите, переходить такой зелененький, темно-зеленый и светло-зеленый. Так что оставайтесь на канале, посмотрим еще узорчики с данными ниточками. Итак, смотрите. Вот такой вот нежный ажурчик, конечно, в первую очередь в летние ниточки это топики маечки, да. Не забываем, что мы можем переворачивать. Естественно, у нас будет выглядеть узорчик совсем по-другому, да. Вот. Опять же, данные узорчики хороши. Шарфики, палантинчики, почему бы и нет, летние кофточки, кардиганы в пол, потому что узорчик получается вертикальный, он будет удлинять силуэт, очень оригинально. Но не забывайте, что можно взять из демисезонных, из зимних, да, ниточек, то есть комбинируйте с другими узорчиками, то есть вы большие дизайнеры, делайте как вы хотите. Единственное, что вот, например, я бы сделала как? Я бы здесь добавила не по 2 столбика бы делала, а возможно по 3, а может быть по 4. Ну, может быть, чтобы они были объемные, да, ну, либо пышные столбики. То есть, как бы, чтобы узорчик, мне кажется, немножко заиграл. Хотя, такой вариант тоже имеет право жить, согласитесь, да? Кто вязал, что интереснее к данным узорчикам, пишите в комментариях, да? Ну, а если не вязали, подбрасывайте идейки. Новички будут читать, им будут ваши идейки в помощь. Итак, давайте замерим красоту. Допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания. Почему я уточняю? Потому что у всех разная пряжа, у всех разные крючки и плотности вязания, правильно же? Вот, мы же не все не одинаковые, правильно? Вот, у меня получается 15, вот, 14,9, да, 15 сантиметров. А тут, смотрите, получается вот это как бы наши веерочки, да, это 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12 и 13, потому что здесь один ряд, и первый наборный ряд 14. Давайте я замерю по самому верхнему, так скажем, верхней точке. Это у меня 12 сантиметров. Узорчик совсем несложный, вы видите, да? Совсем несложный, то есть справится и новичок, и вот такая вот ажурная, легкая, летняя, возможно, летняя, демисезонная, да, вещичка у вас будет. Пробуйте, вяжите, рассказывайте, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте подписываться. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. До новых видео. Пока-пока.